Вот так вот все по-настоящему бывает. Самое идеально. Черики любят все, я думаю. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, здрасте. Мы на Липовом хуторе. Многие спросят, почему на Липовом? Потому что рядом с нашим домом растет вот такая вот огроменная, красивенная, необычная липа. А вторая причина этого названия, потому что раньше это был хутор, теперь он не хутор, потому что это место начинает развиваться, обживаться, появляются у нас соседи, строят тут дома. Ну и был хутор, теперь это не хутор, липовый хутор. Поэтому название все-таки мы решили вместе с подписчиками оставить. Последний раз мы ездили на 3 дня отдыхать, ездили на рыбалку, на озеро и ничего не словили. Да, ничего. Люди некоторые удивляются этому. Рыбаки ничего не словили. Друзья, мы не живем по сценарию, чтобы чем-то вас удивить, словить какой-то трофей или что-то еще. Мы просто показываем свою ежедневную жизнь для вас. Вот такая вот, какая она есть. Поэтому вот так вот все по-настоящему бывает. Включили свет. Нужно заряжать аккумуляторы. Немного не докосил. Ну ладно. Сейчас не полить, ничего не сделать. Пойдемте тогда посмотрим, что у нас в огороде. Нужно выбрать помидоры, посмотреть редиску, салатики. Наверное, много кабачков даже.
сезон кабачков заканчивается. Но я хочу сказать, что 2 коша я насобираю. Вот. Ой-ой-ой, развалилась моя конструкция. Ладно, сделаем по-другому. Немножко я ошибся с такой форточкой большой. Она ненадежная получилась. Сделаю снизу чисто планку. Скрутил, развернул и все. Так будет проще всего. И ничего ломаться не будет. Смотрите, какая красота у нас с помидорами. Вообще. Начали краситься, но Яна сказала, в любом случае нужно их выбирать. Почти целый кош огурчиков. И прям сюда мы соберем помидорки. Такие они вкусные, я уже пробовал. Просто сладенькие. Не передать словами. Просто красота. Такие красные срываем. Бурые вот такие буду оставлять. Видите, вот с этой стороны у нас черики. Они начали краситься. А с другой вот такие вот крупные помидоры. Я не скажу, что за сорт. Они пока еще зелененькие. И буду вырывать полностью всю редиску. Вот она пошла в стопаки. В ботву все пошло. Сама редиска расти больше не будет. Яна сказала всю вырывать. В следующий раз, когда приедем вместе с ней, она сказала, на эти же места посеет заново редиску. Не все я забираю только которую можно есть. Очень много такой, которая просто не выросла. Это все из-за жары, она пошла в стопаки. Тут ничего не поделаешь. Смотрите, какая. После редиски начал расти еще одна редиска. Во второй грядке очень много испорченной, подгнившей, потому что ее начал есть проволочник. Но есть такие, знаете, неплохие экземпляры. Вот как вот это, но она съедена тоже. Вот так вот поточено и вот вылазит этот вредитель. Очень жалко. Сорвал уже
пакетик салатика. Сейчас нарвем шпинат. И останется полить. Все. Огурчики полил, помидоры сейчас поливаются. Все остальное польем. И приступим к дому. Начнем сегодня красить дом. Цвет тот же самый, палисандр. Мы себе не изменяем в этом плане. Вот. Не знаю, хватит ли у меня времени начать белым красить, но хотя бы вот эту вот стену мы сегодня должны покрасить. Напомню, что пару недель назад, наверное, дом полностью зачищали щеткой по металлу и обрабатывали антисептиком. Поэтому он хорошенько высох. В принципе, все готово к покраске. Вот будем по старому цвету, максимально насколько могли, мы это все убрали. По старому цвету красить, а дальше будем смотреть. В один слой хватит, в два слоя будет это. Я пока не знаю. Вот. Как-то так, начинаем. В тени старых яблонь, где ветер шепчет тайны, мы сидим вместе, глаза не отводя. В улыбках свет и покой, как светилы они, и пахнет лето там, где прошлое складит твердь. Рядом минуты, долгота в них сквозит, в каждой травинке знание веков звенит. Как я и думал, одного слоя будет мало. Вот здесь я начал вторым слоем, и он уже перекрывает старую краску, потому что будет вот так вот пятнами, как здесь. Будет вот такая вот полоса, где перекрывается слой на слой. Поэтому делаем вторым слоем. И белым цветом я уже сегодня не успею покрасить, потому что уже вечереет. Нужно собираться, быть ехать домой. Поэтому сейчас еще разок пройдусь, насколько успею. А может, и успею всю стену еще раз покрасить.
Я удивлен. И он уже скосил 13 метров квадратных. Друзья, когда ты живешь в деревне, у тебя не один, не два участка, а 3 участка, и везде надо успеть навести порядок, где-то что-то построить, провести время с семьей, много-много-много всего, тебе обязательно нужны помощники. И наша семья себе приобрела такого помощника, о котором можно только мечтать. Это робот-косилка Дженни. Она будет выполнять такой объем работы, на который мы тратим на самом деле очень много времени. Очень простой комплект поставки. Это, конечно, робот-косилка, РТК-станция, которая будет управлять им, удлинитель для нее, тренога, чтобы она нигде не свалилась, 2 кабеля питания, основной и удлинитель для нее, станция зарядная, вот так вот она выглядит, сюда он будет подъезжать, питающие кабели, основной и тоже удлинитель, если вам понадобится, отверточка, шестигранник, вот такие вот маленькие ножи, которые будут выполнять очень большой объем работы, и крепеж. Самое сложное из этого всего процесса — это выбрать место, но об этом немножко попозже. В косилке уже установлены ножи. То есть вот это запасные. 5 ножиков, такие, кажется, маленькие. Мне даже самому интересно, как он будет это все выполнять. И перед тем, как его установить, нужно собрать РТК-станцию. Вот такой удлинитель. Прикручиваем к удлинителю треногу, потому что должна хорошо фиксироваться, ни ветер, ничего не должно ее сдуть. К удлинителю прикручиваем РТК-станцию. Это наш мозг, это все. Устанавливаем РТК-кабель. Все очень просто. К размещению робота есть несколько важных моментов. Первый — это не должно рядом быть никаких станций, которые бы отражали его сигнал. Мы попробуем его установить рядом с домиком. Место, куда будет устанавливаться зарядная станция, должно быть ровное, без ямочек, без горочек, не песчаное. Вот сюда мы ее установим. И немаловажно то, что робот должен выезжать сразу на газон. В зарядной станции есть 2 штекера. Первый, вот этот желтенький, это для подключения РТК станции. Второй, вот этот вот черненький, это для подключения питания. РТК-станция установлена, зарядная станция установлена, зафиксирована вот такими вот пластиковыми длинными шурупами, для того, чтобы, когда будет косилка подъезжать и уезжать, она не сдвигалась с места, хорошо, устойчиво, надежно стояла на месте. Мы подключились к устройству. 88% зарядки сейчас он нам показывает. Дальше создаем карту.
Теперь нужно убедиться, что устройство подключено к GPS и к GPS подключена РТК станция. И мы это подтверждаем. Он съехал со станции и теперь просит, чтобы мы нажали автоматическое создание карты. Но также можно создать карту вручную. Но я думаю, давай мы, наверное, сделаем это все автоматически. Сейчас мы заодно посмотрим, какого размера траву он скосит. Ну вот здесь сантиметров, ну, в районе 10, как бы он вроде ходит по такой траве. Там под батутом где-то 15-20 сантиметров он почему-то не захотел. Поэтому сейчас, когда он создаст карту, пройдется, скосит, мы увидим пятачки, где косится, где не косится, и уже будем понимать, до какого уровня. Да мы подкосим, и он потом все сделает. Я все знаю, как роботы ездят. Да. Я все знаю. Там, где препятствие, в следующий раз он не увидит его, он там поедет. Я все знаю. Сверхширокий обзор робот-косилки обеспечивает 4 камеры. 2 боковых камеры и 2 АИ камеры, расположенных спереди в 300 градусов. Также в случае потери сигнала GPS, либо плохом сигнале GPS, эти 4 камеры берут на себя полное управление. Так как у нас оказалась очень высокая трава в некоторых местах, и мы решили, что просто так карту рисовать, там пятак, в этом нет никакого смысла. Сейчас создадим вручную пятачок, место, которое он должен будет скосить. Очень легко управляется. Я вижу. Ты как будто направляешь это на машинке. Вернулись обратно к станции, и он мне пишет: создание карты завершено. Создание карты уже завершено. Хотите продолжить? Если продолжить, да. Если нет, готово. Map creation success. Starting to recharge. Charging begins. Ну, теперь пробуем запустить его. Зоны. У нас пока одна зона. Мы ее выбрали. Мы с Яной даже не сразу поняли, что он косит. Он уехал, что-то, как будто он карту рисует. А все это вот так вот тихо, он Смотри, как он траву складывает. косит траву, представляешь? И еще немаловажный плюс, вот я сейчас здесь стану, у него есть распознавание людей, собак, предметов, и он остановится, то есть все безопасно. Угу. И он меня обойдет. Смотри, вот такая вот трава, не маленькая, я хочу сказать, но я думаю, что мы не будем запускать для того, чтобы ему было сложно, потому что, ну, это в наших интересах. Чем меньше будет газончик, тем качественнее он это все дело скосит. Я удивлен. Из-за него даже и жуков видно. Поэтому что я хочу сказать? Пока он мне скашивает двор, я могу пойти полить тепличку, не знаю, собрать яблоки, покормить животных, зверей, даже пойти попить кофе. Поэтому, если кому-то интересно, переходите по ссылочке в описании, ознакомливайтесь с таким вот чудесным помощником. Уровень заряда 74%, работает он 7 минут, и он уже скосил 13 метров квадратных. Высоту скоса травы робот выбрал сам, но также ее можно устанавливать в приложении вручную.
Также, друзья, немаловажно то, что если он ножами достает до каких-либо препятствий, срабатывает защита и ножи приподнимаются вверх. Я думаю, друзья, что результат виден на лицо. Уже у нас вот такие вот экземплярчики есть. Это наш томат под сортом черри. Люба называется, потому что много спрашиваете. Вот такими вот красивыми кисточками. Все завязывается. Они безумно сладкие, безумно вкусные. Очень подходят для того, чтобы их закатать, замариновать. Также подходят для быстрых голых помидор, мы их так называем. Ну, самое идеально. Черики любят все, я думаю. Дети едят с удовольствием. Их не надо там просить, скушай помидор. Ну, я люблю черри, правда? Я больше люблю черри, чем обычные такие томаты. С обычных таких томатов там я люблю сделать с сыром, их с чесноком. Вот. А черри очень вкусно кушать в салатике. Да и просто приятно же открыть баночку и не вот этот огромный помидор, не знать там, как его взять, а черри, чик, и все, и скушал. Вот такая уже у нас красота наросла. Это очень-очень радует. Вот. Ну и знакомимся мы с другими сортами наших черри. Тоже, кстати, безумно вкусные, желтые вот эти, да? Они такие сладкие-сладкие. Ты так прям очень красиво смотришься среди этих всех помидор. А вот этот сорт, это зимняя вишня называется. Это такие черрики, которые немножко побольше. Они не сильно побольше, но, я думаю, очевидно видно, да, что они побольше. Угу. Тоже очень замечательный сорт. То, что мы будем этот сорт сажать в следующем году, зимнюю вишню, это 100%. Мне он понравился. Во-первых, не то, что эти черри больше, тоже дает достаточные завязи, достаточно большие, вот смотрите, ветки, есть и по две сразу разделенные, и по одной, завязываются 100%, никаких потерь не существует в них, завязываются до самого верха, что не могу сказать про томаты, которые большие, не знаю, может погода, может что, завязался низ идеально, а верх уже идет никак. То ли не хватает какого-то питания, то ли не хватает, я не знаю, солнца, то ли эти перепады и завязи эти верхние попадали. Ни с одним сортом черри, вот который мы посадили, у меня не было никаких проблем, чтобы завязи отпали. Мы ничем их не брызгали, мы просто тукали, опыляли. Туканье, сейчас будет, что такое туканье. Мы ходили, вот так вот тукали помидоры. Каждый день я заходила, мне было это несложно. У нас не большие теплицы, чтобы я чем-то там обрабатывала, потому что, ну, если большое количество, естественно, ты же не будешь целый день ходить и их тукать. Вот. Но с большими томатами так не скажу. Но и есть у нас достаточно хорошие большие экземпляры. Ну, просто, да, гиганты есть. Сейчас мы покажем. Ну, такой вот экземплярчик. Малиновые помидоры. Тоже мы очень любим. Я думаю, что, ну вот как по мне, самое вот из больших помидор вкусно малиновые. Именно малиновые помидоры. Мы даже зимой покупаем, стараемся малиновые помидоры. Ну вот в этом году, в прошлом году у меня не было такого большого. Это у нас сорт нам приехал прямо из Москвы. Вот, нам
угостили нас, поэтому в этом году мы снова его выращиваем. В прошлом году мы тоже эти томаты выращивали. Также помимо этого, я же говорю, мы экспериментируем. У меня есть еще других разных сортов, которые, кстати, тоже не меньше радуют. Вот там вот, куда я вот сейчас взгляд кидаю, там просто усыпано настолько помидор. Что за сорт? Как он называется, извините, я вам не скажу, потому что это мою маму угостили. Знаю то, что они только низкорослые, но там томатов просто неимоверное количество. Также у нас есть сорт, тоже вырастают большие помидоры. Тоже не знаю названия. Мама тоже угостила ее знакомая. Вот такие вот экземплярчики тоже имеются. За один помидор вся семья наестся. Правда? Ну что, завершилась наша первая прям масштабная глобальная выборка. Но тут как бы получается черри, мы могли бы еще очень много снять, но они могут повисеть. Очень приятно их срезать целыми кистями. Мы едим уже помидоры достаточно долгое время, каждодневно, срываем, ходим. Ну вот, чтобы прям вот выбрать, вот прям вот так вот зайти, это вот так вот мы сделали первый раз. Вот с таким вот урожаем я его еле держу. Тут если взвесить, тут очень будет много килограмм. Сегодня мы будем готовить необычный рецепт, но он очень вкусный. Это кабачки с соусом сацебели. Специально есть такой соус продается, он так и называется. Его надо найти специально для этого рецепта. Ну и, конечно же, сезон кабачков. Кабачков очень много, поэтому мы должны их заготовить по-разному. И чтобы было обязательно было вкусно. Поэтому у нас будут кабачки вместе с шампиньончиками. Для этой закатки нам понадобится 2,5 килограмма кабачка. Мы режем вот такими вот брусочками небольшими. 1,5 килограмма шампиньонов, полкилограмма лука, полкилограмма морковки. Сам соус сацебели должна быть 500 миллилитров. У меня тут по 270 грамм, чуть-чуть больше. Я нашла такие. Сахар, соль, уксус, подсолнечное масло, чтобы обжаривать. Его понадобится немного, просто на глаз. Первое, что мы делали, это мы нарезали кабачки. Сейчас наша задача кабачки засыпать солью, перемешать и оставим мы их на 20 минут. Они будут пускать сок. Пока они будут пускать сок, мы займемся другими делами. Займемся тем, что мы пережарим лук с морковкой просто на подсолнечном масле. Нам надо сделать пассировку. Примерно так вот налили и пожарили. То есть граммовки масла нету. Просто чтобы это все обжарить.
пока пускает сок, еще раз повторюсь, мы обжариваем лук до золотистого цвета и туда добавим морковку, чтобы нам начать тушить наши кабачки. «20 минут прошло, кабачки наши пустили немного сока. Мы сейчас их выкладываем сюда нашу зажарку и будем ставить тушиться на 20 минут. Вот как закипят, рассчитываем на небольшом огне 20 минуток и будем подготавливать, пока они тушатся, наши грибы. Это получится у нас такая закуска. Ее можно будет кушать с картошкой, просто так. Думаю, по ингредиентам понятно. Зимой 100% вы ее съедите. У нас шампиньоны пустили жидкость. Эту жидкость нам надо слить и добавить подсолнечное масло и просто их немножко обжарить. Прошло 20 минут. Вот так вот у нас потушились кабачки с луком и с морковкой. Сейчас нам надо сюда добавлять шампиньоны наши. Добавляем сахар 150 грамм. Как всегда, полную граммовку мы всегда оставляем в описании. Всегда ищите. Черный перец, чайная ложечка. Надо выдавить чеснок 40 грамм. Это примерно головка чеснока, но я взвесила, на ровно 40 грамм вышло. Добавляем 500 грамм соуса сацабели. Он так и называется, сацабели. Его надо найти. Я не нашла в магазине, я заказала на маркетплейсе. Вот. Но думаю, в каком-нибудь большом гипермаркете это не заставит труда найти.
на огонь на 20 минут. За 5 минут до окончания мы вольем уксус 9% и закатаем. Пять минут у нас осталось. Вливаем 100 мл уксуса 9%. Все перемешиваем. 5 минуточек и закатываем. Все, вот такая вот заготовка на зиму у нас из кабачка получилась. Это очень вкусно, с картошечкой зимой уходит на ура. Получается где-то 9-10 полулитровых баночек из вот этой порции. Все напишем в описании подробно, сколько чего нужно взять, добавить. Приятного аппетита всем!